Я Константин Тумбинский, и это замена сальников вилки на Yamaha VR450 2012 года. На VR450 стоит перевернутая регулируемая вилка Каяба, которой комплектуются многие кроссовые мотоциклы и эндуро. При замене сальников необходимо делать полную разборку вилки. Рекомендуется менять оба сальника, даже если один не течет. Для замены потребуются новые сальники с пыльниками, ремкомплект с новыми направляющими кольцами, спецключ для выкручивания картриджа, колпачок на перо, защищающий сальник при установке, который можно заменить полиэтиленом, драйвер сальника диаметром 48 мм, инструмент для замера уровня масла, который можно заменить линейкой, а также спецключ под внутренний шестигранник 36 мм, чтобы открутить пробку клапана компрессии. Сперва необходимо правильно снять вилку, начиная с колеса. Для этого ослабляются фиксационные болты оси с обеих сторон и гайка оси. Далее снимаются защитные кожухи и суппорт. Картридж желательно сорвать на установленной вилке спецключом. Если ключ не помещается, приходится снимать руль и стойки. Чтобы сорвать картридж, необходимо ослабить верхнюю траверсу и сбросить давление. Теперь ослабляется нижняя траверса и снимается нога вилки. Перед разборкой вилку желательно хорошо очистить, особенно нижнюю пробку. Также необходимо запомнить настройки компрессии и отбоя. Я выкручу компрессию и отбой до упора, а после обслуживания верну вилку к заводским настройкам. Первым откручивается картридж и сливается масло. Масло сливается долго, но мы рекомендуем чистить все детали при разборке, потому что в них всегда есть грязь. Так что ждать, пока стечет все масло, не обязательно. После этого картридж лучше вкрутить от руки, чтобы масло не капало. Далее срывается нижняя пробка. Для этого удобно накинуть ось колеса. Чтобы открутить пробку, вилку необходимо сжать и зафиксировать шток демпфера спецключом. Под пробкой в штоке находится стержень регулировки отбоя. Теперь можно извлечь демпфер и пружину. Как видите, после слива масла осталась грязь. Далее откручивается ниппель сброса воздуха и пробка клапана компрессии с помощью спецшестигранника. Масло очень грязное. Чтобы его полностью слить, нужно прокачивать демпфер.
Для разборки пера и внешней трубки необходимо снять пыльник, стопорное кольцо и выбить сальник резким движением. Все детали рекомендуется хорошо очистить. Для этого лучше всего использовать очиститель и керосин с кисточкой. Больше всего грязи на дне пера и внутренней поверхности внешней трубки. Замену сальников лучше делать с полной разборкой и чисткой, потому что грязь может попасть в сальник изнутри. После чистки желательно проверить все поверхности и прокладки на износ. Покрытие направляющих колец стерто, поэтому их необходимо заменить на новые. Длина пружины должна быть в пределах 454 и 449 мм. На внешнюю трубку устанавливается новое защитное кольцо. Шайбу на нижней пробке при разборке желательно менять. Также я заменю прокладку. При сборке необходимо ставить новые направляющие кольца. Перед установкой пыльника и сальника острый торец и паз на пере необходимо закрыть колпачком или полиэтиленом, а поверхность смазать. Первым накидывается пыльник, потом стопорное кольцо и сальник. Сальник должен быть маркировками наружу. Далее накидывается шайба и направляющее кольцо внешней трубки. Направляющее кольцо пера устанавливается в соответствующий паз. Теперь можно установить перо во внешнюю трубку. Первым необходимо забить направляющее кольцо внешней трубки через шайбу. Далее забивается сальник и фиксируется стопорным кольцом. В пространство между сальником и пыльником желательно заложить смазку на литиевой основе. Мы используем триботехническую смазку Супротек Универсал М, которая имеет в составе активный минерал, заполняющий микроцарапины на зеркале пера. Далее демпфер заполняется маслом. Нужно около 208 кубических сантиметров. При этом шток необходимо полностью вытащить.
Чтобы удалить весь воздух из демпфера, шток необходимо прокачивать с ходом не более 20 см. В демпфер масло заливается по уровню. Уровень должен быть от 145 до 148 мм. Чтобы вкрутить клапан компрессии, необходимо сжать пружину. Для этого может потребоваться помощник. Пробка закручивается с усилием 29 Нм или от руки до упора. В нее вкручивается ниппель сброса воздуха. После сборки демпфер необходимо полностью сжать. При этом из отверстий вытечет небольшое количество масла. Расстояние между торцом штока и контргайкой должно быть 16 мм. Перед установкой нижней пробки демпфер вставляется в трубку, устанавливается стержень регулировки отбоя и накидывается пружина. Зазор между пробкой и контргайкой должен быть в пределах 0,5–1 мм. Пробка затягивается с усилием 55 ньютонометров. Стандартное количество масла в пире 328 кубических сантиметров, но оно может быть в пределах от 295 до 370 кубических сантиметров, в зависимости от предпочтений жесткости. Картридж на этом этапе затягивается от руки. Вторая нога вилки перебирается аналогично. Вилку желательно хорошо протереть, потому что на масло налипает пыль, а посадочные места в траверсах очистить от грязи. Вилка должна выпирать из-под траверса на 5 мм, которые отмечены бороздкой. Первой затягивается нижняя траверса с усилием 21 ньютонометров. Если ее пережать, направляющее кольцо пера быстро износится. Далее затягивается картридж с усилием 30 ньютонометров или от руки до упора. Потом затягивается верхняя траверса с усилием 21 ньютонометров. После установки вилки накидываются стойки и руль. Первыми затягиваются клемпы, чтобы выровнять стойки. Стандартная настройка компрессии 14 кликов от максимальной жесткости. Стандартная настройка отбоя 12 кликов от максимальной жесткости. Далее прикручивается суппорт с усилием 23 ньютонометров и устанавливаются кожухи. Датчик скорости желательно смазать. Перед установкой колеса рекомендуется проверить подшипники. В данном случае подшипник со стороны датчика скорости ржавый. Я заложу в него триботехнический концентрат Супротек с активным компонентом для восстановления и защиты подшипников. Ось перед установкой колеса рекомендуется смазывать для защиты от коррозии. Перед затяжкой оси необходимо покачать вилку, чтобы она села без напряжения. Сперва затягивается гайка с усилием 90 ньютонометров. Потом фиксационные болты с усилием 21 ньютонометров. Теперь вилка обновлена и соответствует заводским настройкам.
Если все делать правильно и менять сальники с направляющими кольцами, вилка прослужит долго. Также важно точно наливать масло, чтобы нагрузка распределялась равномерно на обе ноги. Всему специнструменту можно найти доступную альтернативу, кроме шестигранника под пробку клапана компрессии. Но надежнее использовать качественный инструмент. Это была замена сальников вилки на Yamaha VR450. Подписывайтесь на канал и следите за нашими проектами в Instagram.